Добрый день, уважаемые друзья! Я рад вас приветствовать и представить информационный материал «Химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы. Воздействие на женский организм». Этот информационный материал подготовлен на площадке IPEN. Надо отметить, что IPEN в сотрудничестве с Американским обществом эндокринологов, это ведущее эндокринологическое общество, выпустил уже несколько брошюр, посвященных гормонам и воздействию химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, на здоровье. И вот одна из них, вы можете видеть ее здесь, эта брошюра, имеет версию на русском языке. Сначала мы с вами поговорим об эндокринной системе и гормонах. О базовых вещах, которые, может быть, будут непростыми, но они очень важны для понимания, с чем же мы имеем дело, когда мы говорим о химических веществах, нарушающих работу эндокринной системы и воздействие на женский организм. Эндокринная система является одной из трех систем регуляции деятельности человека. Вместе с нервной и иммунной системами она обеспечивает перенос биологической информации на расстояние между разными клетками, тканями и органами. Если эндокринную систему можно рассматривать как систему сигналов, то гормоны это непосредственно сигналы. Гормоны, они продуцируются в эндокринных клетках. Эти клетки чаще всего собраны вместе, формируя у человека парные или непарные железы внутренней секреции. Их называют эндокринными железами. Или эти клетки могут быть диффузно рассеяны по организму. Эндокринные железы вы можете здесь видеть на рисунке. К непарным эндокринным железам относится шишковидная железа, ее по-другому называют эпифиз, гипофиз, щитовидная железа, поджелудочная железа. К парным эндокринным железам относятся паращитовидные железы, вот здесь они находятся, надпочечники и половые железы, яичники у женщин и яички у мужчин. Сначала гормоны вырабатываются в эндокринных клетках эндокринных желез. Потом они секретируются клетками для транспортировки в кровь или попадают через межклеточное пространство в соседние клетки. Для транспортировки с током крови некоторые гормоны могут нуждаться в специальных переносчиках, хотя большинство гормонов переносится с кровью самостоятельно. Важной особенностью действия гормонов является то, что они действуют в клетках или органах, называемых мишенями. В иерархии гормональной регуляции выделяют гипоталамус с его релизинг-гормонами, гипофиз с его тропными гормонами и непосредственно периферические эндокринные железы, которые секретируют гормоны, рецепторы к которым, рецепторы к гормонам, находятся уже по всему организму. Вот, например, гипоталамо гипофизарно-гонадная ось является одной из таких иерархических структур и регулирует процесс, связанный с репродукцией. Женской репродукцией, мужской тоже. Помимо этого существует еще три основные нейроэндокринные системы. Гипоталамо-гипофизарная надпочечниковая, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная и гипоталамо-нейрогипофизарная система. Все гормоны участвуют в сложных регуляторных связях, влияя на выработку и секрецию друг друга по принципу прямой и обратной связи. И вот разберем на примере гипоталамо-гипофизарной гонадной оси у женщин. Центральную роль играет гонадотропин-релизинг-гормон, по-другому его называют гонадолиберин, вырабатываемый в гипоталамусе. Он вырабатывается в импульсном режиме и по принципу прямой связи он стимулирует выработку гипофизом тропных гормонов ЛГ и ФСГ. Они, в свою очередь, по принципу также прямой связи, стимулируют выработку в половых женских железах, выработку женских половых гормонов, эстрогенов и прогестерона. Эстрогены теперь уже по принципу обратной связи
регулируют, тормозят выброс гонадолиберина гипоталамусом и тормозят выброс ЛГ-ФСГ гипофизом. И вот здесь вот такие круги регуляции, они замыкаются. У женщин, как результат всех этих циклических изменений, которые являются более, конечно, сложными, в результате формируются регулярные циклические изменения, называемые менструальным циклом, с наличием регулярных менструальных кровотечений. По химической структуре гормоны подразделяют на несколько групп. Двумя основными группами являются белковые гормоны и стероидные. Рассматриваемые нами на предыдущем слайде гипоталамические и гипофизальные гормоны, ЛГ, ФСГ, гонадолиберин, например, тиреотропный тоже гормон, они относятся к белковым. Они продуцируются подобно любым белкам с помощью ДНК, РНК, полимераз, матричной РНК и рибосом. Белковые гормоны, они накапливаются во внутриклеточных пузырьках в клетке, а потом выбрасываются наружу после получения соответствующего сигнала клеткой. И именно выброс гормонов, а не их продукция, являются приоритетными в контроле уровня белковых гормонов в крови. У стероидных гормонов принципы регуляции выброса гормонов являются другие. Предшественником всех стероидных гормонов, таких как мужские половые гормоны, андрогены, тестостерон, дегидроэпиандестерон, и женских половых гормонов, эстрогенов, эстрадиолов и гестогенов, всех этих гормонов предшественником является холестерин, который находится в клеточной мембране. И вот на этом достаточно сложном слайде изображены сложные каскадные пути стероидогенеза, которые зависят от множества ферментов, наличие или отсутствие которых зависит, в свою очередь, от экспрессии или от ингибирования генов, которые кодируют все эти ферменты. Стероиды обычно не накапливаются в клетках, а секретируются наружу после действия последнего активированного фермента. И вот мы видим на этом слайде, например, вместо тестостерона и эстрадиола, мужского полового гормона и женского. И мы видим, что, например, для тестостерона требуется наличие 4 ферментов стероидогенеза, а для женского полового гормона необходимо еще один дополнительный фермент и, соответственно, всего 5 для того, чтобы был синтезирован женский половой гормон эстрадиол. Гормоны, как белковые, так и стероидные, они отличаются по своей стабильности в кровотоке. Гипоталамические гормоны, действуя на клетки мишени, у них клетками мишени являются клетки гипофиза, а они находятся всего на расстоянии 2-3 см, они имеют период полужизни короткий, менее 10 минут. А вот рассматриваемые здесь стероидные гормоны, наоборот. Половые гормоны являются весьма стабильными и долгоживущими. Химический состав каждого гормона уникален. В свою очередь, для каждого гормона существует соответствующий рецептор или несколько рецепторов, которые располагаются на клетках мишени. И вот очень важно, что структура рецептора соответствует структуре гормона, подобно тому, как ключом является гормон, соответствует замку. Замком выступает рецептор. Реакция данной ткани или органа на гормон определяется присутствием рецепторов на клетках мишени и активацией рецептора при связывании гормона. Способность гормона активировать свой рецептор зависит тоже от нескольких факторов, включая количество синтезируемого и секретируемого эндокринной железой гормона, его перенос кровью, количество гормона, достигшего орган-мишень,
а также от того, насколько сильно и как долго гормон может активировать свой рецептор. То есть очень-очень много процессов задействованы в реализацию гормонального сигнала через рецепторы. И вот эти свойства, они являются фундаментальными для нормальной передачи большого количества гормональных сигналов. В организме, вот здесь мы показываем, присутствуют гормональные рецепторы преимущественно двух больших групп. Рецепторы, находящиеся в мембране, и цитозольно-ядерные рецепторы для стероидных и тиреоидных гормонов. Сигналы, индуцируемые этими различными рецепторами, они различаются по времени. Здесь быстрые сигналы, которые происходят на мембране при активации мембранных рецепторов, и более медленные, которые модифицируют активность генов и которые действуют в течение минут или даже часов. Эффекты, которые являются специфичными для гормонов и их рецепторов, имеют еще и специфичность в зависимости от внутриклеточных вторичных посредников. Поэтому при действии одних и тех же гормонов на одни и те же рецепторы, но в разных тканях, продуцируемые эффекты могут различаться. Например, женские половые гормоны, эстрогены, действуя на одни и те же рецепторы, но которые могут находиться в разных тканях, например, в матке, в яичниках, в сердце могут находиться или же в костях, то одни и те же гормоны, действуя через одни и те же рецепторы, приводят к различным физиологическим эффектам. В животном мире известно более 2000 гормонов и более 3000 гормональных рецепторов. У человека количество гормонов и рецепторов существенно меньше, но однако тоже исчисляется достаточно большим количеством, сотнями. Гормоны, циркулируя в крови в очень низких концентрациях, они координируют развитие каждого организма от одной оплодотворенной клетки, с чего все начинается, до многих миллионов специализированных клеток, из которых состоят органы и ткани организма женщины. По мере развития организма каждому органу в определенный период времени требуется присутствие четко определенных гормонов в определенном количестве. Например, гормональный фон в течение жизни женщины, он всегда отличается. Гормональный фон у девочки, у подростка, гормональный фон у девушки, у женщины репродуктивного возраста или у женщины после менопаузы, он разный. В целом эндокринная система является, по-видимому, наиболее развитой в филогенезе организмов, а система ее регуляции наиболее устойчивой. Но, однако, в течение последнего и относительно короткого времени развития человечества окружающая среда существенно изменилась. В частности, драматическим образом увеличилось количество синтезированных химических веществ, попадающих в окружающую среду, и они также попадают в организм человека. И эти химические вещества способны вмешиваться во все этапы регуляции эндокринной системы. Химизация коснулась не только промышленного производства, например, производства удобрений и химических средств борьбы с сельскохозяйственными вредителями, такие химикаты мы называем пестицидами, но и в повседневной жизни увеличились количество химикатов. Широко стали применяться различные косметические средства, бытовая химия, пищевые добавки. Особняком стоит рост арсенала лекарственных средств, в том числе синтетических гормональных препаратов, которыми начали пользоваться практически здоровые женщины. Например, для предотвращения выкидышей у беременных или же в случае контрацепции. И вот начиная с 40-х годов XIX века число распространенно воспроизводимых химических веществ увеличивалось экспоненциально. Многие из этих химических веществ попадали, преднамеренно или нет, в окружающую среду, а потом в организм человека, организм женщины. В настоящее время существует более 85 тысяч производимых химических веществ. И вот о механизмах воздействия химических веществ и о последствиях их влияния на эндокринную систему женщины мы собираемся рассказать далее.
В 90-х годах 20 века появился термин Endocrine Disrupting Chemicals, EDC на английском языке. На русском это термин химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы. Этот термин обозначает те химические вещества с различными, надо сказать, свойствами, но у них общее свойство, что они могут вмешиваться в любой аспект действия гормонов. То есть они могут нарушать продукцию гормонов, их секрецию в кровоток, они могут нарушать эффекты действия гормонов, усиливать или уменьшать, а также менять их метаболизм и вывод из организма. К таким химическим веществам могут относиться как техногенные химические вещества, включая пестициды, например, уже упоминаемые, или вещества, добавляемые в пластик, пластификаторы, так и природные химические вещества, содержащиеся в растительном мире, фитоэстрогены. Лекарственные препараты могут к ним относиться, а также гормоны, которые выделяются в окружающую среду животными или людьми в качестве отходов жизнедеятельности. Учитывая огромную роль эндокринной системы для жизнедеятельности организма, нарушения в любом звене эндокринной системы могут привести к заболеванию или даже к более печальным последствиям. Надо сказать, что у химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, и у гормонов достаточно много общего. Их сравнительная характеристика, здесь гормоны, здесь химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, представлена на этом слайде в виде таблицы. Некоторые химикаты, они похожи по химической и пространственной структуре на гормоны. Химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, так же как и гормоны, они активны и присутствуют в организме чаще всего в достаточно низких концентрациях. Примерно в таких же диапазонах, как и гормоны. Ну, например, концентрация диоксинов, которые присутствуют обычно в пикограммах на граммах в организме женщины, она сопоставима с уровнем содержания в крови эстрадиола, женского полового гормона, или же свободного тестостерона, мужского полового гормона у мужчин, в пикограммах на миллилитр. Эти гормоны измеряются, и в таких концентрациях они находятся в организме. Химические вещества, циркулируя в крови, в данном случае это диоксины, они способны вмешиваться в работу эндогенных гормонов. Хотя химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, имеют меньше сродство к гормональным рецепторам по сравнению с натуральными гормонами, и это хороший факт, но они в силу разных причин, одной из которых является возможность биоаккумуляции, то есть накопления в организме, они способны к хроническому воздействию и к оказанию хронического эффекта в низких концентрациях на организм женщины, действуя в организме аналогично природным гормонам или наоборот блокируя действие природных гормонов. В первом случае, если они действуют аналогично природным гормонам, химикат может, скажем так, обмануть гормональный рецептор, который может принять химикат за природный гормон и активироваться, запустив соответствующий клеточный процесс, который обычно без присутствия химического вещества экзогенного снаружи, они активируются только лишь природным гормоном. В случае же блокирования химикат может связаться с рецепторами и заблокировать его, и препятствуя активации рецептора собственными циркулирующими гормонами в женском организме. То есть два принципа воздействия на рецепторы: активация и блокирование. Наиболее известным примером служит нарушение действия женских половых гормонов эстрогенов, которые действуют в организме человека через два типа эстрогенных рецепторов.
альфа и бета. И у мужчин, и у женщин эстрогенный рецептор присутствует во многих органах, в клетках, например, головного мозга, в костях, сосудах, ну и, конечно, в репродуктивных органах. Хотя лучше всего изучена роль эстрогенов для нормального функционирования женской репродуктивной системы, но они также связаны и с нейробиологическими функциями, с функциями мозга, с развитием и поддержанием костей, с функционированием сердечно-сосудистой системы человека и так далее. То есть очень-очень большой спектр действия этих женских половых гормонов. И вот, как мы уже сказали, воздействие химикатов именно на эстрогенные рецепторы, пожалуй, лучше всего изучено на настоящий момент. В то же самое время надо признать, что различные химикаты, конечно, воздействуют не только на рецепторы женских половых гормонов, но и на рецепторы мужских половых гормонов, гормонов щитовидной железы и многих других. И кроме того, поскольку химикаты не являются природными гормонами, одно такое химическое вещество может обладать свойствами нарушать не одну, а несколько гормональных систем. Соответственно, вполне вероятно, что один тип химикатов может нарушать 2, 3 или более эндокринных функций с большими последствиями для биологических процессов. В качестве примера на слайде показан уже демонстрируемый ранее ферментный каскад стероидогенеза с доказанными фактами негативного влияния химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, на различные его этапы, включая синтез женского полового гормона эстрадиола и мужского тестостерона. И на рисунке известное воздействие, доказанное на данный момент, химических веществ на этапы стероидогенеза, на различные его ферментные этапы продемонстрировано красным цветом в виде перекрестия. Вот на все эти ферменты, на эти этапы уже показано, что имеются определенные химические вещества с определенными эффектами. Итак, в достаточно сложном разделе, первом, начальном, мы изучили принципы функционирования гормонов и эндокринной системы и механизмы воздействия большого класса разнообразных химических веществ, которые способны нарушать работу эндокринной системы. Дальнейшие разделы будут более прикладными и более простыми. А сейчас для того, чтобы лучше усвоить